Здравствуйте. Прошло вот уже 80 лет с тех пор, как впервые прозвучало слово «победа». Его Величество– человек. Так называется роман узбекского писателя Рахмата Файзи. Произведение посвящено подвигу, о котором мы еще поговорим с вами немного позже. Но само это название можно по праву считать эпиграфом к теме нашего сегодняшнего разговора. Меня зовут Сагдеева Юлиана Анатольевна. Я родилась и выросла в Узбекистане, в стране солнца, хлеба и открытых сердец. И прежде чем говорить о монантропизме, о вере в единство человечества, о том, что, несмотря на различия, нас объединяет нечто глубинное и общее, мне кажется правильным начать свое повествование с самого малого, с необыкновенно простого, но самого настоящего. В нашем мире стало будто бы неловко быть настоящим, стыдно быть искренним. Мы заменили живое удобным, глубокое поверхностным. Мы приземлили наши души, перестали верить своему чувству, как говорил великий Абай. Поздравления теперь в спешке, на бегу один раз в год, как обязанность. Теплые слова стали редкостью, как редкой стала способность видеть свет в других. Мы больше внимания уделяем тому, что не так, что не ладится, что не получается. А о любви к родине, к человеку, к жизни говорить стало практически неприлично. Мы стали молчать о самом важном, а нам это очень нужно. И сегодня я хочу говорить прежде всего об этом, потому что любовь к человеку начинается не с теорий. Она начинается с того, что близко, с семьи, с родного языка, лучше языков, с улицы, на которой ты вырос. Чтобы уважать других, надо уважать ту землю, которая тебя вырастила, выкормила и воспитала. Тот, кто умеет любить свое, может по-настоящему понять и чужое. Эту мудрость гениально озвучил философ Монтескье. Чтобы привить любовь к Отечеству детям, нужно, чтобы эта любовь была у отцов. Возможно, вам сложно будет поверить, но на этой фотографии я и моя бабушка. В 1942 году она потеряла своего единственного двухлетнего сына. Вторая мировая война затронула каждую семью и вошла в каждый дом. Скромненький в моем случае белый платочек, как отголосок строки из песни, которые знали наизусть миллионы. Платье в национальном стиле, мое первое бальное платье, сшитое заботливыми мамиными руками. Я еще не умею толком говорить, ходить, но уже нахожусь в центре многонационального, любвеобильного Востока. Это фото не просто память, иначе оно тут, поверьте, и не появилось бы. Это метафора того, о чем я сегодня буду говорить, о монантропизме, о философии единства человечества, которая делает нас людьми, несмотря на границы, эпохи, национальности. И если бы у меня был выбор, я снова бы родилась здесь, в Узбекистане, потому что именно отсюда, из этого пахнущего горячими лепешками утра, из этого жаркого полуденного солнца, из этой глубокой человеческой мудрости, доброты и простоты начинается моя вера в человека. Я бесконечно дорожу знанием того, о чем мне напишут в путеводителях по Узбекистану, а если и напишут, то до конца не поймут. Как сбываются пожелания, которые загадываешь, мешая сумаляк на Навруз, и радуешься, находя камушек, который, согласно древней традиции, точно принесет тебе удачу. Как с трех нот можешь угадать и допеть любую песню Тахира Садыкова. Дорожу пониманием смысла словосочетания делать базар. Не просто покупать, а встречаться с жизнью, где неизменно друг к другу обращаются сестра, брат. Как ты просто знаешь, но все равно всякий раз восторгаешься, когда на улице с тобой здороваются даже незнакомые дети, потому что так правильно. Потому что уважение к старшим вшито в культурный код нации. Как по негласной договоренности среди местных в сотнях ежедневных бытовых ситуаций неизменно говоришь «хоп». Односложно и ясно. Заменяете множество слов от «я вас понял» и «до новых встреч». Как с детства испытываешь восторг, потому что жест, когда человек прикладывает руку к сердцу, это не просто знак вежливости. Так здороваются, благодарят, прощаются, выражают признательность. Это не мое, но красноречивое послание «я говорю с тобой от сердца». И в этом жесте древняя культура гостеприимства, достоинства и открытости. Он передает то, что невозможно выразить словами. Человеческое тепло, уважение, идущее из самой глубины души. Люблю Анхор,
Не просто канал, а разговор времени с Землей. Он бежит сквозь поколения, напоминая нам, что все движется, но ничто не забывается. И у каждого из нас есть семейные истории, которым уже более 100 лет, и они непременно связаны с этими удивительными местами. Люблю стариков с глазами вечности. Здесь знают, что душе нужна не спешка, а созерцание. Красоты минаретов с куполами цвета неба, тихого золота закатов, нежных звуков азана, летящих прямо в небо, где стрижи с середины апреля режут воздух тонким свистом. Так быстро, как мчится и наша с вами жизнь. Люблю звуки карная. Он звучит глубоко и торжественно, до мурашков, будто что-то древнее и безвременно прекрасное вспоминает себя и обращается к тебе. Люблю натруженные руки, в которых видно прожитую жизнь, в их будничной силе, терпении, в умении хранить и передавать простые ценности. Люблю жить в языковой культуре, где каждое «будьте здоровы» сказано от души. И даже брошенное на ходу «заходите» – это приглашение, которому можно верить. Мне бесконечно близка земля, где прошлое не груз, а корни. И где бы я ни была, мое сердце всякий раз возвращается сюда. И в День Победы я хочу говорить не только как исследователь, преподаватель, как дочь народа, пережившего войну, но и как человек, глубоко связанный с франковской идеей монантропизма, веры в то, что мы, люди, гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется, что во всем нашем многообразии живет неразрушимое единство, и что в каждом акте добра, сострадания и подлинной силы в нас звучит единое человеческое «мы». Виктор Франкл – философ, врач, один из величайших мыслителей XX века, именовал это монантропизмом, верой в единство человечества. Он прошел сквозь лагеря смерти и не возненавидел. Он создал логотерапию, терапию смысла, потому что знал, что каждый человек может выдержать почти все, если знает ради чего. «У кого есть зачем, тот выдержит любое как», цитировал он Ницше. И эта мысль стала краеугольным камнем логотерапии. Он видел, что в лагерях выживали не сильные телом, а те, кто были силен духом. Те, кто знал, ради чего он живет, те, кто в ком горел внутренний свет. Свет памяти, надежды, любви, веры, не религиозной, человеческой. Духовность не исчерпывается религиозностью. В конце концов, Богу, если он есть, важнее, хороший ли вы человек, чем то, верите вы в него или нет, говорил Франкл. Потому что стены религии не доходят до небес. Там, мне очень хочется в это верить, не спрашивают, на каком языке ты молился, а спрашивают, был ли ты человеком. Есть общие ценности, ради которых люди готовы жить и умирать. За ребенка, за любимого, за родину, за правду, за человека. И в этом наша настоящая победа. Не только над врагом, но и над собственной ненавистью, над соблазном разделить мир на своих и чужих. Настоящая победа, она в монантропизме, в памяти, из которой рождается человечность, в смысле, который дает нам право называться людьми. В своих воспоминаниях о концлагерях Франкл рассказывает, как один из заключенных, находясь на грани истощения, привлек внимание остальных к закату. Этот момент контрастирует с серыми убогими хибарами лагеря и создает очень сильный образ. Тишина нарушается, когда кто-то восклицает, как прекрасен может быть этот мир. И франкловская мысль резонирует со словами, написанными Федором Михайловичем Достоевским в «Братьях Карамазовых». Посмотрите кругом на дары Божьи. Небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная. А мы, только мы одни безбожные и глупые, не понимаем, что жизнь есть рай. Ибо стоит нам только захотеть понять, и тотчас он настанет. Свет идет с востока. Так говорили древние, имея в виду не только восход солнца, но и восхождение духа. Ведь именно с востока пришли в мир представления о глубинной внутренней жизни, о тишине как способе постижения истины, о соразмерности человека и мира. Восток учит нас смирению перед величием бытия, в то время как Запад – дерзновению воли и мужеству действия. «Я люблю говорить, – писал Франкл, – что статуя свободы на восточном побережье США должна быть дополнена статуей ответственности на западном побережье.
И на протяжении веков человечество будто разрывалось между этими двумя полюсами, между созерцанием и поступком, между покоем и прогрессом. Но, может быть, пришло время не выбирать, а синтезировать. И не противопоставлять, а соединять. Как было бы прекрасно объединить Восток и Запад, делая свободу, разум и дух. Именно об этом мечтал Виктор Франкл, и его воззрения оказались пророческими, намного опередив свое и, осмелюсь сказать, и наше с вами время. Когда-то 6 слепцов подошли к слону. Один нащупал ногу и сказал: «Это колонна». Другой коснулся уха: «Это опахало». Третий подержал хобот и стал уверять, что перед ним змея. Каждый говорил о своем, но никто не охватил целого. Это древняя притча о нас, о человечестве. Мы часто стоим у разных сторон одной великой истины и потому спорим. Не видим, как схожи наши человеческие сердца, не слышим, как в каждом из нас чувствуется неутоленная, единая общая жажда. Быть понятым, быть свободным, быть живым, любить и быть любимым. И, наконец, мы нуждаемся друг в друге, чтобы увидеть целое. Доктор Элизабет Лукас, ученица Виктора Франкла, писала о том, что человек – это ангел с одним крылом. И чтобы полететь, нам нужно с вами обняться. Фраза «у узбеков нет иллюзий» давно стала хрестоматийной среди психологов и историков науки. Она звучит как анекдот, афоризм, почти мем, но за ней стоит удивительная история. Научная, человеческая и отчасти политическая. Ее соотносят с именем Александра Романовича Лурии, выдающегося советского нейропсихолога, ученика Льва Выгодского, которого на Западе называли не иначе, как Моцартом психологии. Но за этой почти анекдотической формулировкой стоит история и удивительного научного поиска, и культурной встречи, и политической трагикомедии. Средняя Азия, 1930 год. Молодой Лури отправляется в Узбекистан не просто в экспедицию, а в экспедицию в попытке проверить в действии культурно-историческую теорию Выгодского, согласно которой мышление, речь, другие высшие психические функции формируются не врожденно, а в ходе культурного развития и социального взаимодействия. Узбекистан начала 30-х годов был идеальным выбором. Здесь еще сохранялись традиционные формы жизни, особенно в горных, отдаленных сельских районах. Это позволило наблюдать разные точки культурного включения. Один из ярких эпизодов исследования молодого ученого был следующим. Тест на классификацию предметов. Испытуемым показывали изображения: топор, пила, лопата и дрова. Задача состояла в том, чтобы выбрать лишний. С академической точки зрения ответ очевиден. Дрова – это не инструмент. Но ответ местного жителя звучал иначе. Топор, пила и дрова – это вместе, а лопата отдельно, она для огорода. И если ты умный человек, говорил испытуемый, ты нарубишь дров. А если дурак, пардон, то дров у тебя не будет. Это было мышление через действие, через то, что имело смысл, а не через абстракции. Все исходило из того, что реально можно было сделать, а не из того, что можно было классифицировать. Подчас в наше время, как это не грустно признавать, но все происходит до нельзя наоборот. Далее Лурия приступил к тестам с оптическими иллюзиями. Результаты его ошеломили. Испытуемые в Узбекистане якобы не видели иллюзий. И Лурия пришел в восторг и, по легенде, отправил телеграмму в Москву своему учителю Выгодскому. У узбеков нет иллюзий, телеграфировал Лурия. Ответ, согласно другой легенде, был сух и язвителен. А у Александра Романовича Лурии нет мозгов. Что стояло за этим обменом любезностями? Не только юмор. В условиях сталинской эпохи такую телеграмму могли истолковать политически, как сигнал о неидеологичности местного населения. И наука, как это часто бывало, вдруг оказалась втянута в подозрение и цензуру. И действительно, экспедиция Лурии подверглась критике. Исследования сочли реакционными, а результаты не публиковались более 40 лет. Но история на этом не закончилась. В 1932 году в Узбекистан приехал Курт Ковка.
Один из основателей гештальт-психологии, он провел те же тесты и обнаружил, иллюзии есть. Но возникал вопрос, почему у Лури их нет, а у Ковки они появились. Ответ оказался глубже, чем ожидалось. Все зависело от атмосферы эксперимента. Наивные, доверчивые, открытые люди видят иллюзии. Подозрительные нет, написал Ковка. И тогда стало ясно. Дело не в этничности, не в культуре, а в отношениях, в контексте, в атмосфере. И если испытуемый чувствовал доверие, контакт, уважение, иллюзия проявлялась. А если он чувствовал напряжение, страх, социальную дистанцию, он говорил «нет». Этот поворот все изменил. Суть была не в том, видит ли человек иллюзию, а в том, доверяет ли он тому, кто задает вопрос. Исследования были опубликованы только в 1974 году в книге о культурном развитии познавательных процессов. К тому времени Лурия уже стал признанным ученым с колоссальным вкладом в нейропсихологию, по восстановлению речи после ранений, по работам с травмами мозга. Его книги были переведены на десятки языков. Им восхищались и Жан Пиаже, и Хомский, и Оливер Сакс, и Джон Фаулс. Но фраза таки осталась. Фраза узбеков «нет иллюзий» стала культурной метафорой и оказалась пророческой. Не потому, что она точна, а потому, что она оказалась раздражающе неполной, подвергшись различным интерпретациям, в том числе и далеко не научного плана. А вывод? Самая устойчивая иллюзия – думать, что все люди должны мыслить так же, как мы, что абстракция – это вершина, что конкретность – это отсталость, а на самом деле это все очень разные способы быть умным. И Лурия позже, освежая свои записи, тепло вспоминал экспедицию в Узбекистан. Мы пьем чай и говорим до ночи. Плов в полночь, намаз, подушки и социализм. И это не просто этнография, это признание, что психология – это встреча с другим. Не только лабораторный тест, а живой разговор. И, пожалуй, главное открытие Лурии было не в том, как мышление меняется с культурой, а в том, как мы нуждаемся друг в друге, чтобы понять и мир, и себя. Наука учит различать, но человек начинается с того момента, когда мы стремимся соединить. Победа, которую мы чтим 9 мая, не принадлежит одному народу. Она принадлежит всему человечеству. Потому что в те страшные годы миллионы людей, говоривших на разных языках, молившихся по-разному, носивших разную одежду и живших на разных континентах, встали за одни и те же ценности. За родину, за право жить, за любовь. Вторая мировая война – это самая кровопролитная война в истории человечества. Она затронула 80% населения планеты. Боевые действия развернулись на территории 40 стран. В сражении участвовали около 110 миллионов солдат, а число погибших, по разным данным, варьируется от 70 до 85 миллионов человек. Фашизм выдвигал жестокую концепцию подчинения народов других рас и наций в пользу высшей расы, стремясь использовать мировую цивилизацию ради интересов узкой группы избранных. И его торжество основывалось на полном попрании естественного права всех народов на жизнь и на созидание. И противостояние этой жестокой идеологии объединило народы. Объединило народы всего мира, которые встали на защиту своей свободы, независимости, справедливости. В горах Греции монахи прятали в монастырях еврейских детей, выдавая за сирот. В Германии пасторы и священники поднимали голос против Гитлера, и многие были казнены за свою совесть. Во Франции партизаны увозили в деревни леса, укрывая женщин, стариков. В Китае санитарки под обстрелом выносили раненых с боя. Таджикские связистки сидели сутками у аппаратуры, передавая сводки. Еврейские доктора спасали жизни в госпиталях, армяне, белорусы, литовцы, чечевцы, молдаваны. Миллионы лиц, голосов и судеб. Это не просто история о войне. Это доказательство того, что человечность сильнее зла, что добро может объединяться.
что вера, достоинство и внутренний свет не исчезают даже в самую страшную тьму. И победа – это память о каждом, кто выбрал быть человеком. Так пусть монантропизм победы станет не только темой моего выступления, но и вашим проживанием ощущения единства. Ведь солнце тоже одно, даже если оно падает на разные лица. Мы видели ужас, мы победили, потому что были вместе. Так что же такое человек, пишет Франкл в своей исповеди книги «Опыт психолога, пережившего концлагерь». Мы изучили человека так, как его, вероятно, не изучило ни одно предшествующее поколение. Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры, но и существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись с молитвой на устах. И сегодня нам снова нужно быть вместе, не слепцами, спорящими у ног слона, а теми, кто способен охватить целое. И есть великая общность между нами, и именно благодаря профессору Франклу у нас есть точные слова для ее обозначения. Каждый человек каждого народа – это духовная личность. Это то единственное основополагающее, общее у нас всех. Это то, что нас объединяет. Духовность и связанные с ней свобода, ответственность, творческий потенциал и неосязаемое, но бесконечное личностное достоинство. И в мире, где снова звучат слова вражды, где снова кто-то хочет построить стены, наша задача не позволить себе забыть, что мы одно человечество, с одним небом, с единым источником достоинства. Потому что, как однажды сказала Элизабет Лукас, если мы откажемся от слова, останется только крик. Так пусть же нашим словом будет благодарность, память, надежда. Пусть монантропизм победы станет не только темой, не только философией, но и внутренним движением каждого из нас в сторону другого человека, в сторону общей судьбы, в сторону мира. Есть истории, в которых умолкают споры, истории, в которых ребенок берет на себя голос вечности. В одном из городов Европы жила девочка по имени Анна Франк. Она пряталась, писала, мечтала. И однажды она написала: «Я все еще верю, что люди в глубине души добрые». А в осажденном Ленинграде, на другой стороне войны, девочка Таня Савичева вела свой дневник. Лаконичные строки на листочках блокнота, словно удар из сердца. Женя умерла, бабушка умерла, Лёка умер, дядя Вася умер, мама умерла. Осталась одна Таня. Это не просто крик, это не просто хроника. Это крик, это мост между континентами, между домами из кирпича и земляными подвалами, между еврейской девочкой, которая прячется на чердаке, и русской девочкой, замерзающей в городе без хлеба. У них не было оружия, у них было только слово. Но разве слово не самое сильное оружие? Слова не лечат, не ранят сами. Но когда они проходят через наши голоса, через нашу боль, любовь, через человеческую судьбу, они начинают менять мир. Эти строки не из прошлого. Они из настоящего, из современной песни, в которой звучат вечные истины, живущие вне времени. Именно нашими голосами меняют мир полюсами слова. Слова становятся нами. И когда мы уйдем со сцены, мы станем словами Вселенной. И будем течь в ваших венах слова. Они, как голос самой совести мира, напоминают нам, что, несмотря ни на что, можно продолжать любить. Зигмунд Фрейд однажды заметил, что если поместить людей в одинаковые условия, все различия между ними сотрутся. Человек по Фрейду – это в первую очередь носитель инстинктов, и в условиях крайнего давления он сводится к борьбе за выживание, к базовым реакциям страха и желаний. Но Виктор Франкл ответил на это лагерной правдой. Он писал: «Я видел, как в концлагерях люди делились последним куском хлеба. Если человек способен на такое, он не просто набор инстинктов, он дух, он свобода». Именно в нацистских лагерях Франкл убедился,
что даже когда отнято все имя, одежда, будущее, у человека остается последняя из свобод. Свобода выбирать свое отношение к происходящему. В этом и заключается подлинное величие человека. Не в том, что с ним делают обстоятельства, а в том, кем он остается, несмотря ни на что. И Федор Михайлович Достоевский говорил, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. И эта фраза не просто религиозная метафора, это точное философское описание внутреннего выбора, перед которым оказывается каждый человек снова и снова. И Виктор Франкл, прошедший лагеря смерти, сформулировал это иначе, но с тем же самым внутренним знанием. Существует только два типа людей – порядочные и непорядочные. И в условиях, когда рушатся привычные структуры, общественные, политические, даже моральные, человек всегда остается один на один с собой. И в этот момент неважно, кем он был по происхождению, вероисповеданию, профессии, статусу, важно, какой выбор он делает. Порядочный – это тот, кто остается человеком, не предает другого, не обесценивает жизнь, не теряет внутренний свет. Именно в сердце человека, не в теории, не в системе решается все. Это и есть поле битвы, на котором человек или становится собой, или теряет себя. И в своей пьесе «Синхронизация в Биркенвальде», написанной после освобождения из лагерей, Франкл произносит слова, которые стали нравственным маяком для всего мира. Речь идет о диалоге Франца и Пауля. Эти два героя пьесы, находящиеся в концлагере, встают перед вопросом, нужно ли им мстить за перенесенные страдания и смерть близких. И Франкл делает вывод – нет, нужно прервать цепочку зла. Человек понимает, что есть зло, но не передает его дальше себя. И Франкл идентифицирует себя с этим персонажем, с тем, кто прерывает данную цепь. И эти слова дают человеку величайшую привилегию – стать началом новой истории, истории, где место мести занимает милосердие, где ответом на зло становится добро. И так рождается новый мир, в котором люди могут выбирать. И концлагерь сегодня – это лишь символ. Страдание есть не только в лагерях, оно есть везде в мире, и задача уменьшить его и предотвратить. И каждый человек способен запускать новые процессы, руководствуясь тезисом, что зло не должно пройти дальше меня. В подтверждение этого тезиса позвольте мне привести несколько реальных историй времен 1941-1945 года. И на данном слайде мы видим с вами свидетельство одной дружбы после Холокоста. Это Дэвид Гутман, личный друг Виктора Франкла из Израиля. Он пережил Холокост, будучи еще практически ребенком. Он пишет, что однажды я возвращался домой без супа, как обычно. Но вдруг в траншее я увидел морковку, настоящую. Я уже тянулся за ней, как заметил немецкого солдата. Он держал оружие, нацеленное мне в спину. Я был уверен, все, конец. Но вдруг повернулся и улыбнулся ему. И он улыбнулся мне в ответ. Он жестом разрешил мне взять морковку. Я поднял ее как сокровище и медленно пошел прочь, ожидая выстрела. Но выстрела не было. Этот миг стал для меня началом понимания логотерапии, напишет он, осознанного выбора человечности даже в аду. И спустя годы, летом 1946 года, напишет он, мы с друзьями обедали на берегу Дуная. Венские сосиски, шоколад, сок. К нам подошли немецкие дети, худые, с голодными глазами, с крохотными ломтиками хлеба в руках. И один из моих друзей сказал, ну теперь-то мы можем им отомстить. Но я вспомнил морковку. Я подошел к детям и отдал им половину своего обеда. Друзья сначала смеялись, но потом тоже поделились, и наградой были улыбки детей. На фотографии слева мы видим с вами Дэвида Гутмана с супругой в городе Алматы у памятника, посвященного 28 панфиловцам. Следующий герой моего повествования – это Эдит Эггер. Женщина, вальсировавшая с Виктором Франклом на одном из мировых конгрессов. И история Эдит Евы Эггер
Это история о том, что выбор остается всегда. Пережив Освенцим, она пронесла через жизнь не только боль, но и свет. Веру в то, что человек всегда остается свободным выбирать, даже тогда, когда отнято все. И в своих книгах «Выбор» и «Дар» она говорит не о страдании, а о свободе. Свободе простить, любить, идти дальше. И слушая ее, мы слышим не только рассказ о прошлом, мы слышим некий зов. Стать тем, кто разрывает цепь зла и несет миру новую нить человечности. Эту идею она передает в своей книге, описывая ее в диалоге со старшей сестрой Магдой. «Наступил апрель», — пишет она. «Трава зелеными потоками покрывает холмы. Световые дни все длиннее. В нас плюют дети, когда мы идем по окраинам города. Какая жалость, думаю я, что этим детям так обработали мозги, внушив ко мне ненависть. «Знаешь, как я отомщу», — говорит моя сестра Магда. «Я убью мать какого-нибудь немца. Немец убил мою мать, я убью мать немку». «У меня другое желание», — говорит Эдит. «Я мечтаю, чтобы мальчик, который плюет в нас, однажды понял, что ему не нужно меня ненавидеть. В моей фантазии о мести мальчик, сейчас кричавший нам грязные жидовки-паразиты, держит букет роз. «Теперь я знаю, — говорит он, — что нет причин тебя ненавидеть. Ни одной причины. И мы обнимаемся во взаимном прощении. Я не посвящаю Магду», — пишет Эдит в своей фантазии. Прообразом женщины, изображенной в скульптурной композиции «Ода стойкости» в парке Победы Ташкента, о котором вскоре пойдет речь, стала Зульфия Закирова из Зангиатинского района Ташкентской области. Она проводила на фронт 5 сыновей, и ни один из них не вернулся домой. 4 невестки стали вдовами и до конца жизни сохранили верность своим мужьям, воспитывая детей и поддерживая свекровь. И только река Черчик видела слезы и стенания Зульфии, которая поддерживала своих снов и призывала их не плакать, так как это пугает маленьких внуков. Виктор Франкл вспоминал одну еврейскую женщину, пережившую концлагерь. Там она потеряла всех своих детей, и в память о них она носила на запястье браслет, собранный из их молочных зубов. Эту боль невозможно было исцелить, но она не позволила ей ожесточить свое сердце. После освобождения она стала работать в Красном Кресте и заботиться о детях, которые тоже остались одни. Она выбрала не месть и не отчаяние, а заботу о тех, кто нуждался в любви. Это стихотворение могло быть написано любой матерью, ибо оно отражает чаяние всех матерей мира. Не хочу, чтоб сгущалась мгла, чтобы сына вихрь войны обжег. Не хочу я, чтоб гарь легла на уста, на ласточкин пушок. Матери, не наше ли молоко человечески вскормило рот? Пусть летит наш голос далеко, пусть к свободе голос наш зовет. Если встанем все стена к стене, не пройти и не бывать в войне. Вскоре после освобождения, напишет Франкл, я брел через поле под Тюркхаймом и встретил другого бывшего узника. Мы разговорились, и в его руках вертелась какая-то вещица. «Что это?» — спросил Франкл. Узник раскрыл ладони, Франкл замер. Это был маленький золотой глобус, синяя эмаль, океаны и надпись по золотому поясу: «Мир движется любовью». Такую же, почти такую же он подарил своей первой жене Тиле на ее день рождения, который они впервые праздновали вместе. Первая супруга Виктора Франкла погибла, как и его родители, в концлагере. Вену украшали тогда только 2 таких кулона, напишет Франкл. И с большой вероятностью это был тот самый, который я подарил своей жене. Он выкупил этот глобус. На нем осталась небольшая вмятина, но он по-прежнему сиял, и Франкл сказал, что мир, как и прежде, был движим любовью. История о тех, кто разрывает цепь зла, людях, выбравших свет, становится важнейшей частью мирового движения к исцелению.
Это мощная волна, которая зародилась в самых темных уголках. Но она не могла бы двигаться дальше без тех народов, которые в самые трудные времена встали на защиту смысла, на сторону смысла. И мой рассказ, как в этом великом движении к миру участвовал Узбекистан. В годы войны Узбекистан стал домом для многих. Сюда эвакуировали осиротевших детей со всей страны, госпитали, институты, театры. Узбекские семьи, порой жившие в бедности, делились последним – хлебом, одеждой, крышей. Кузнец Шахмед Шамахмудов и его жена Бахри Акрамова, не имевшие своих детей, приютили 15 сирот разных национальностей – русских, украинцев, евреев, казахов, татар, немцев. Они стали настоящей интернациональной семьей, где царили тепло, забота, любовь. Самую младшую, почти умирающую девочку Бахри выходила чудом. Ее материнское сердце дало молоко, которого не было. И семья стала настоящим символом дружбы народов. 4 детей после войны нашли родных, но они оставались благодарны навсегда. А 2, узбечка Муаззам и белорус Михаил, полюбили друг друга, сыграли свадьбу, став мужем и женой. Их союз стал живым символом мира и единства. И в ташкентской махале живут их дети, внуки. Они разговаривают на узбекском языке, чтут традиции и с гордостью говорят: мы Шамахмудовы. И Рахмат Файзи, о котором я уже сегодня упоминала, написал трогательный роман об этой удивительной истории с говорящим названием «Его Величество Человек». История семьи Шамахмудовых проникновенно звучит в фильме «Ты не сирота». В названии фильма строчка из стихотворения, написанного Гафуром Гулямом, великим узбекским поэтом. Это стихотворение стало символом братства народов. В нем сила простой истины. У страха нет нации, у боли нет языка. Мы все одна семья. На русский язык это стихотворение перевела Анна Ахматова. И мы еще поговорим о ее личной истории, связанной с Узбекистаном, немного позднее. Разве ты сирота? Успокойся, родной. Словно доброе солнце, склоняясь над тобой, материнской глубокой любовью полна, бережет твое детство большая страна. Спи спокойно, мой сын. В нашем доме большом скоро утро цвести. И опять за окном зацветут золотые тюльпаны зорниц. В нашей книге домовой без счета страниц. Будет памятна книга на все времена, сохранит твое имя навеки она. Евгений Шейнман после института должен был поехать по распределению в Ташкент. Он поехал с мыслью отработать положенные 3 года и вернуться домой. Но он напишет о том, что он влюбился в этот прекрасный солнечный город и задержался в нем аж на 40 лет. «Не помню, — говорит он, — когда и от кого я услышал о Гафуре Гуляме, о том, что во время войны он написал стихотворение «Я еврей». Это поразило его до глубины души. Узбек, плоть от плоти своего народа и такой порыв души. Его удивило, что ни до, ни после он никогда не слышал о произведении с таким неординарным, прямо-таки кричащим заголовком. И его посещала часто мысль, что вот такой подвиг поэта по существу остается безвестным, что о нем не узнают в Израиле. И несправедливо, что там не провозгласили Гуляма праведником Израиля. Но оказывается, Евгений ошибался. 30 октября 2005 года состоялся праздник дружбы народов в Кирьят-Гате. Он был приурочен к 50-летию города. И в этот день одной из площадей города была присвоена звание «Площадь праведников Израиля». И первым, кому было присвоено это почетное звание, стал народный поэт Узбекистана узбек Гафур Гулям. На площади установлен памятный обелиск, на котором на иврите и на английском языке рассказывается о жизни и творчестве поэта. На празднике присутствовали главы и сотрудники различных дипломатических миссий. Стихотворение Гафура Гуляма «Я еврей» написано им 27 июня 1941 года.
То есть всего лишь через несколько дней после начала войны, тогда еще не было полной уверенности в том, что удастся отстоять нашу родину. А молодой узбекский поэт открыто бросил вызов, написав такие удивительные строки, что если евреев убивают только за то, что они евреи, тогда я тоже еврей. И еще трогательные строки принадлежат этому замечательному поэту. Я представитель людской расы. По национальности я человек. Исчезнут с земли и расы, и классы, а люди останутся навек. И мы с вами видим еще один документальный снимок и кадр из художественного фильма. В ноябре 1941 года поэтесса Анна Ахматова была перевезена из осажденного Ленинграда в Узбекистан. Именно в Ташкенте я впервые узнала, что такое палящий жар, древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта, напишет она в мае 1944 года. Тогда она сможет наконец-таки вернуться домой. И почти все стихи, написанные ею в Узбекистане, были о Ленинграде, но Восток все равно проступал сквозь все тяготы войны. С пристальным вниманием Анна Ахматова отмечала приметы Востока, запоминала музыкальный строй арычных струй, вдыхала запах роз. Она как бы примеривалась к необычайной высоте синевы неба, а ведь Ахматова умела смотреть и видеть. И в трудное для всех время одинокой поэтессе помогали не только соседи, рядом с которыми она поселилась в тихом узбекском дворике, но и малознакомые люди. Они окружали ее вниманием, поддерживали кто словом, кто ароматной горячей лепешкой, кто гроздью янтарного душистого винограда. И щедрость и доброту узбекского народа Ахматова вспоминала еще долгие годы спустя и посвятила ей строки своих стихов. Я не была здесь лет 700, но ничего не изменилось. Все так же льется Божья милость с непререкаемых высот, все те же хоры звезд и вод, все так же своды неба черны, и так же ветер носит зерна, и ту же песню мать поет. Он прочен, мой азийский дом, и беспокоиться не надо. Еще приду, цвети ограда, будь полон чистый водоем. И в своих воспоминаниях Ахматова отмечала, что в те жестокие годы в Узбекистане можно было встретить людей едва ли не всех национальностей. На одном заводе, на одной съемочной площадке вместе работали русские, белорусы, молдаване, украинцы, поляки, узбеки, литовцы, греки, курды, болгары. А сколько детей-сирот из захваченных немцами республик обрели своих новых родителей в Средней Азии, напишет она. В Узбекистане, например, и без того многодетные семьи усыновляли, удочеряли русских, белорусских, украинских, молдавских, греческих сирот, давали приют беженцам, делились с ними последним куском хлеба, сахара, последней пиалой плова или молока. И хочется верить, что этого никогда и никто не забудет, напишет она. А вот строки Светланы Сомовой, жительницы Ташкента, которая была дружна с Анной Ахматовой. И она пишет о том, что базар в то время жил своей жизнью. Чмокали верблюды, какой-то старик в челме разрезал красный гранат, и с его желтых пальцев капал красноватый гранатовый сок. И к Ахматовой прислонился рваный мальчонка с бритвой, который хотел разрезать ей карман. Светлана схватила его за руку и прошептала: «Ты что? Она же ленинградка, она же голодная». Мальчик хмыкнул, а потом он снова попался им навстречу. Привязался, надо бы сдать его в полицию. Но он протянул Ахматовой румяный пирожок в грязной тряпке. «Ешь!» И мальчик исчез. «Неужели съесть?» – спросила Анна Ахматова Светлану. «Конечно», – ответила та, – «ведь он для вас его украл». И, кажется, никогда они не забудут этот пирожок
бесценный дар базарного воришки. Несколько раз Ахматова посетит Самарканд, о чем будет потом восторженно рассказывать своим друзьям, близким. А в бреду во время тяжелой болезни она бросит: а умирать поедем в Самарканд, на родину предвечных роз. И вскоре после снятия ленинградской блокады она покинет Узбекистан во имя народа, поправшего саму смерть. И там, в Ленинграде, Азийский дом не раз будет являться ей во сне, и звездный кров Востока будет вторгаться в ее стихотворение. Я буду помнить звездный кров в сиянии вечных слов и маленьких Баранчуков у чернокосых матерей на молодых руках. В Узбекистане до сих пор хорошо знают и помнят Анну Андреевну Ахматову. И в Ташкенте есть общественный музей, который посвящен ее жизни и творчеству. Юрий Стоянов. Он в свое время также посоветовал зрителям посмотреть документальный фильм «Большое сердце Ташкента». В начале фильма Стоянов рассказывает, как в Ташкенте в годы войны нашли свое спасение его мама и члены ее семьи. И в социальных сетях какое-то время назад появился видеоролик с народным артистом России Юрием Стояновым, который признался, что находится в долгу перед Узбекистаном. Пусть вас не удивляет, что я, человек, рожденный в Одессе и проживший всю свою сознательную жизнь в Москве и Петербурге, буду говорить об Узбекистане. Именно благодаря этой стране я рожден в Одессе, говорил тут на видео. И дело в том, что мама артиста в военные годы была эвакуирована вместе с семьей из Сталинграда в Ташкент. Моя мама попала в семью к узбекскому учителю, у которого было и так 7 детей. И в 1943 году, когда ей пришлось идти в школу, педагог из единственной скатерти, которая была на столе, смастерил маме сумку. А его жена из единственной в доме занавески сшила ей белый передник, рассказывал актер. И Стоянов отметил, что большая семья учителя всегда спала на полу, а семья его матери на кровати. И он подчеркнул, что никогда и никто не напоминал ей о моральном долге. Он существовал внутри актерской семьи просто по определению. И по мнению Стоянова, узбеки – это уникальный, мудрый, великий и очень скромный народ. И не разорвать человеку тот великий узел, связавший навеки братские народы. Еще одна фотография из личного архива. Моя личная история спустя полвека – это Волгоград, Мамаев курган, Всероссийский клуб «Подвиг». И мы, восьмиклассники из Ташкента, посетившие этот город-герой в 80-е годы прошлого уже столетия. А следующий очевидец Леонид Броневой. И он писал, что нас, оборванцев, голодных, вшивых, сирых и убогих, военные годы в республиках Средней Азии приютили. Узбеки, казахи, таджики пускали эвакуированных под крыши своих домов, последней лепешкой с ними делились. А отношение к хлебу в Узбекистане всегда было, есть и будет особенным. Когда в Узбекистане мужчину провожали на войну или в долгий путь, ему давали откусить кусочек домашней лепешки. Той самой, свежей, круглой, ароматной, выпеченной обязательно с молитвами. И остаток лепешки, ту самую недоеденную лепешку, берегли дома до его возвращения. Иногда ее клали на самое почетное место в доме, иногда прикрепляли к потолочной балке. В узбекской культуре лепешка – это не просто еда, это символ жизни, семьи, дома. И считалось, что оставшаяся лепешка держит дух человека дома, связывает его судьбу с родными. И пока лепешка сохранялась, считалось, что и жизнь человека сохраняется. Клали лепешку очень высоко, чтобы дети не съели по ошибке, ведь это была священная лепешка ожидания. И если вдруг она начинала портиться, то это воспринимали как знак беды и начинали усиленно молиться о спасении человека. Этот обычай был очень распространен в годы Второй мировой войны, когда уходили на фронт отцы, сыновья, мужья. И в блокадном Ленинграде хлеб стал символом жизни.
Каждый грамм хлеба был дороже золота, дороже всего на свете. Официальная суточная норма хлеба в те страшные месяцы составляла 125 граммов для рабочих, меньше для детей, стариков и так далее. Это был маленький черный кусочек размером с ладонь младенца. Хлеб не был обычным, его пекли из смеси ржаной муки, целлюлозы, отрубей. Иногда добавляли жмых, солому, обойную пыль. Чего угодно не добавляли, лишь бы хлеб сохранил форму так называемого хлеба. И история сохранила воспоминания очевидцев о хлебе, написанные ими в блокадном Ленинграде. Мария Федоровна пишет, что когда дали хлеб, я сначала не стала его есть. Я долго держала в руках, гладила пальцами, вдыхала его запах. Он был теплый, маленький, как заячье ухо. Я отломила крошечный кусочек и спрятала его за щеку, чтобы дольше чувствовать, что я жива. Ольга Бергольц, поэтесса из Ленинграда. Ленинградцы научились быть благодарными за крошку. Люди делились последним ломтем с теми, кто был слабее. Иногда я видела, как мать тайком от себя давала свой хлеб ребенку, улыбаясь, как будто сама наелась. А на Новый год 1942 года в одном доме на Васильевском острове люди собрались вместе. И у каждой семьи была своя норма хлеба на день. Они решили сложить вместе все кусочки хлеба, маленькие, неровные, серые, и испечь один торт. Его украсили 3 крупицами сахара, каплей варенья у кого-то осталось на дне в банке. И этот хлеб делили ножом на крошечные кусочки и ели молча, в знак веры в жизнь и победу. Военный врач Лапин вспоминает, что когда привозили хлеб, дети выбегали на улицу, встречали грузовик и смотрели, как из него выгружают черные буханки. И никто не бросался грабить, стояли молча и смотрели, как на чудо. Хлеб в блокаду – это был обет на выживание. Кусочек хлеба в руке был обещанием, что человек не сдастся. Как и лепешка в Узбекистане, хлеб в блокадном Ленинграде был ниточкой между жизнью и смертью, знаком любви, верности, дома. И там это было больше, чем еда, это было обещание вернуться. И если однажды меня спросят о последнем желании, я не попрошу ни вечности, ни славы, ни даже прощения. Я бы также хотела бы вдохнуть, а может и вкусить, горячей тандырной лепешки, щедро сдобренной черными зернышками кунжута с рисунчатой серединкой, хрустящей по краям и пахнущей детством, домом и родиной. В этом лучшем из возможных миров, как написал Вольтер. И еще одна замечательная история родилась на узбекской земле в годы войны, в доме простого человека, сердце которого было гораздо шире его сада, а доброта его была горячее его тандыра. Его методы выращивания винограда и сегодня широко применяются во Франции, в Болгарии, в Венгрии, в Италии, Грузии, Армении, Киргизии, Таджикистане. Он прожил 98 лет. Ему, как и Виктору Франклу, были дарованы долгие годы на земле. И несмотря на то, что Ризамат Ата не умел читать и писать, его знания и опыт в виноградарстве были настолько глубоки, что он стал почетным академиком Академии наук Узбекистана и заслуженным агрономом республики. К советам этого человека, не умевшего ни читать, ни писать, внимательно прислушивались руководители бывшего Советского Союза. И действительно, он творил чудеса. На самолете в метровой катке с землей он вез в Москву на выставку живые кусты винограда, и тысячи людей любовались этими янтарными гроздьями. Представляете, на улице снег, а тут в павильоне зреет виноград. 8 раз он был удостоен золотых медалей на самых престижных выставках. Его называли узбекский Мичурин. И его щедрость не знала границ. Ризамат Ата – это не просто сорт винограда, это память о знаменитом земляке. Великой силы духа, веры и преданности был человек. И когда началась война, ему было уже за 60.
Он тогда собрал вагон наших прекрасных узбекских сухофруктов, повязал бельбок поверх белой рубахи и прямо с вагоном отправился навещать своего внука и угощать сухофруктами его однополчан. Ему все говорили: ну куда ты едешь? И зачем вагон? Сиди дома. У моего внука однополчане есть, целый полк, и он должен их угостить. Он что, один есть будет? Отстаньте, говорил он. И, поправив тюбетейку, он поехал с вагоном на фронт. Чего ему стоило добраться с вагоном до линии фронта, где воевал его внук, один Ризамат Ата, наверное, знал. Но он доехал. И своими натруженными, как кора старого дерева, руками он раздавал бойцам сахарную курагу, нежнейший кишмиш. Этот факт из жизни позже стал сюжетом знаменитого фильма «Яблоки» 1941 года. Он не умел читать и писать, но он был ученым с мировым именем, знаменитый узбекский виноградарь, рядом с которым почитали за честь постоять сильные мира сего. Великого таланта и великой души человек, знаменитый наш соотечественник Ризамат Ата Мусамухамедов. Он любил родной край и часто шутил: земля узбекская золотая, на ней даже щепка от арбыза зеленеет. И память об этом удивительном человеке сегодня жива в наших сердцах. И когда летом вы возьмете в руки тяжелую гроздь длинных светящихся сиреневых плодов винограда Ризамат, сорта, созданного тремя другими замечательными селекционерами, то вспомните и про вагон сухофруктов, и про фронт, и про узбекского старика в белой рубахе, подпоясанной поясом. Как много долгих военных дней он бесстрашно вез дары солнечной узбекской земли на линию фронта, чтобы угостить, чтобы поддержать, чтобы снова пеклась лепешка и чтобы дети снова смеялись у тандыра. Наш народ всегда будет помнить, что из около 2 миллионов узбекистанцев, которые участвовали в этой беспощадной войне, погибли более полумиллиона. Для многонационального миролюбивого народа Узбекистана День Победы над фашизмом 9 мая дорог и почитаем прежде всего в качестве Дня памяти и почестей. И Парк Победы– это жемчужина среди величественных сооружений нового Узбекистана. Это уникальный символ страны, где уважают мужество, героизм, память и ценят любовь и преданность Родине. Парк Победы в Ташкенте– это не просто мемориальный комплекс. Это живой рассказ о судьбах, испытаниях, героизме многонационального народа Узбекистана в годы Второй мировой войны. И у меня не хватит слов, чтобы описать масштабность данного проекта. Вы сами можете убедиться в справедливости моих слов, если перейдете на сайт музея и совершите виртуальный тур. Парк Победы соответствует национальным традициям и воплощает опыт ряда стран в создании мемориальных памятников. Он является единственным и неповторимым в мире по своему масштабу, философскому подходу, по своему архитектурному решению. Он был открыт 9 мая 2020 года в честь 75-летия Великой Победы. И парк стал символом национальной памяти и благодарности всем тем, кто сражался на фронтах и трудился в тылу. С первых шагов через арку Победы в форме пятиконечной звезды посетители словно вступают на путь сквозь время. Они переходят от одной зоны к другой, проживают всю гамму чувств, от ужаса войны до радости победы. В зоне ужаса войны воссоздали боевые позиции. Мемориал «Ода стойкости» увековечил образ Зульфии Закировой, о ней мы говорили уже сегодня, матери, потерявшей на войне 5 сыновей. И этот памятник стал олицетворением беспримерного материнского мужества. Скульптурная композиция «Слеза» в форме глаза с могильными плитами напоминает о той страшной цене, которую заплатил народ Узбекистана за победу. А на вершине рукотворного кургана установлен памятник «Вечный подвиг», и он посвящен герою Советского Союза генералу Сабиру Рахимову.
генерал-майору, простите, Сабиру Рахимову, и всем воинам-узбекистанцам. Дорогу к памятнику обрамляют мраморные плиты. На них имена 301 героя Советского Союза, которые вышли с узбекской земли. А центральное место занимает Музей славы, и он рассказывает о вкладе Узбекистана в общую победу. Он состоит из 6 тематических залов. И особую гордость вызывает экспозиция, посвященная 101 узбеку, чьи имена стали символом несгибаемой воли и мужества нашего народа. Подвиг 101 узбека в концлагере – это история, которую нельзя забыть. Во время Второй мировой войны, в разгар ожесточенных боев под Смоленском, в одном из эшелонов, отправленных с фронта, был отряд из 1000 бойцов, которые были набраны в Самарканде. Это были простые мужчины из Узбекской республики, призванные на защиту Родины. Они бились до последней пули, до последнего дыхания. И когда ни оружия, ни сил у них не осталось, они решили отступать к своим, сквозь холод, голод, незнакомые леса. Но они попали в окружение, и в живых остался только 101 человек. Их поймали, их перевезли в Германию. Но затем специальным поездом доставили в Нидерланды, в лагерь смерти. Этих пленных не определили в бараке. Их загнали в отдельный вольер под открытым небом, окруженный колючей проволокой, и посадили как животных. Их не кормили, их мучили тяжелейшим трудом, избивали. И другие узники никак не могли понять, почему именно к этим пленным, низкорослым, смуглым, с миндалевидными глазами было такое варварское отношение. Немцы называли их недочеловеки. Но у нацистов были другие планы. В преддверии решающего наступления на Москву, когда армия Гитлера застряла под Смоленском, министр пропаганды Геббельс задумал в кавычках «великую акцию». Он хотел снять кино, где пленные советские солдаты с неевропейской внешностью, доведенные до скотского состояния, будут рвать друг друга на куски за кусок хлеба. Он хотел внушить немецким солдатам: это не люди, это отбросы, уничтожайте их без жалости. И для этой постановки были выбраны 101 узбекский воин. Их морили голодом, им не давали воды. И по некоторым данным на исторические съемки приехал и сам Геббельс. Спустя какое-то время в лагерь приехали большие чины, а вместе с ними целый отряд кинооператоров, режиссеров, самых лучших в Германии. Свет, камера, мотор. По периметру загона с узбеками выстроились арийцы. Они были высокие, красивые, светловолосые, голубоглазые, как будто только что сошли с обложки модного журнала. То есть они идеально контрастировали с темнокожими измученными пленниками. И тут же подъехала машина, и открылся багажный отсек. Оттуда разнесся немыслимый запах свежеиспеченного хлеба, сдобного хлеба, от которого сглотнули слюну даже сытые арийцы. И кульминацией этой мерзкой идеи должна была стать булка хлеба, брошенная в загон под кинокамеры. Это должен был быть великий фильм Рейха, как полуживотные бросаются на хлеб, грызя себе подобных зубами. И для солдат это должен быть очень поучительный материал. То есть у них не должно было остаться места для жалости к этому отребью. Это не люди. Но случилось нечто, чего не ожидал ни один фашистский режиссер. Булку поднял самый молодой из пленных. Он трижды поцеловал ее, прижал к колбу, как святыню, и передал самому старшему. Узбеки сели в круг, скрестили ноги по-восточному и разломили хлеб на крошки. Они передавали его друг другу с достоинством, с тишиной в сердце. Каждый получал свой кусочек и грел на нем руки, словно на солнце. А потом ел. Медленно, с закрытыми глазами. И в конце один из них произнес: «Слава Всевышнему». Геббельсовский спектакль провалился, камеры замерли. Арийцы стояли с открытыми ртами. Это был урок человечности, который нацисты вынести не могли. План по демонизации советских людей, по расчеловечиванию рухнул окончательно и бесповоротно.
Они увидели такую силу духа, которую не могли понять. Увидели несколько, насколько великими могут быть люди другой расы, какими могут быть отношения между ними, насколько они могут любить свою родину и уважать хлеб. И увидели, что перед ними не недочеловеки, а настоящие герои. И на следующий день 101 узбек были жестоко избиты. До апреля 1942 года дожили 77 человек. Потом их вывезли, в кавычках, в другой лагерь и расстреляли в лесу. И последние минуты своей жизни они прожили с песней. Они пели о родине, пели на родном языке и молились про себя. До конца они остались людьми. Нацисты уничтожили все документы об этом инциденте. Списки военнопленных были сожжены, но правда уцелела. Она уцелела в дневниках голландского узника, в его зарисовках, в людской памяти. И через десятилетия голландский журналист узнал об этом забытом захоронении и начал поиски. Только два имени удалось опознать. Это Хатам Кадыров и Заир Муратов. Журналист лично ищет родственников, он считает это своим моральным долгом. На основе этой истории был написан роман Анваром Иргашевым и Юлией Медведовской. Президент Узбекистана подписал постановление о съемках фильма. Этот фильм есть в открытом доступе на YouTube, чтобы каждый мог прикоснуться к этой невероятной правде. И даже не зная узбекского языка, вы можете посмотреть его сердцем. Каждую весну под лагерем, где пали 101 герой, зажигаются свечи. Молодые и старые, мужчины и женщины приходят, чтобы помнить. И это история о том, что даже в аду человек может остаться человеком. И эти 101 – это символ всех пропавших без вести и не вернувшихся с войны солдат. Символ достоинства, памяти, силы духа. Символ монантропизма, единства человечества в самые бесчеловечные времена. В Музее Победы есть еще одна замечательная инсталляция скорби и печали. И она выполнена в форме ока, глаза, куда в годы страшной войны, как в бездну, навечно уходят бойцы. Уходят, несмотря на их национальность, религию, возраст, пол. То есть надгробные плиты людей разного вероисповедания установлены внутри в этой инсталляции. Мусульманские, христианские, иудейские. И они олицетворяют павших солдат, идущих на неминуемую смерть, уходя навеки. Слои воронки представляют собой период с 1941 по 1945 год. И на каждом из них указано число погибших. На переднем слое размещены фотографии. Здесь люди улыбаются. Еще нет войны. У них были мечты, они хотели жить. Но кровопролитная война распорядилась иначе. И перед инсталляцией водяная гладь, которая отражает скорбь народа в виде слез. Огромное озеро слез. И когда мы вспоминаем подвиг Великой Отечественной войны, всех тех, кто сражался, страдал, жертвовал, кто верил и ждал, мы видим не просто страницы истории, а силу человеческого духа, неподвластную времени. Среди героев были мусульмане, христиане, иудеи, люди разных языков, обычаев, вероисповеданий. И если заглянуть не только в лица, но и в сердца этих людей, мы услышим ту же истину, что звучит во всех священных книгах мира. Коран, Библия, Тора, Упанишады. Разные слова, но один великий смысл. Жизнь свята, ближний не враг, милосердие превыше силы. Мир превыше всего. Нас отличают цвет кожи, язык, обычаи, но у нас одни и те же слезы. Одна любовь к детям, одна боль, одна надежда и одна общая планета. Один небосвод над каждым полем, где проливалась кровь. Одно солнце для тех, кто молился на восток, и тех, кто смотрит на запад. Одна земля для всех, кто пал. И единая память в сердцах живых на любом языке.
Есть сила, которая сильнее идеологий. Это огонь духа. Он не знает границ. Он наша общая искра. И пока она жива, мы не враги друг другу, мы человечество. Память вечна, почитание священно. Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем, так их много под вечной охраной гранита. Но, зная внимающий этим камням, никто не забыт и ничто не забыто. И монантропизм– это не теория. Это реальность, в которой кузнец становится отцом 15 сирот. Это старик, который отправляет дары щедрой узбекской земли как благословение. Это поэт, чье слово лечит, объединяет народы. Это ребенок, который больше не сирота, потому что его усыновило человечество. Бессмертному подвигу и несравненному мужеству многонационального народа Узбекистана посвящается. Благодарю вас за внимание.